Ah yürek yâre dağdı Zavqlar yurtu ilim Yaxshi dildor o'ynasa Yashnatar shaydosini ko'zi xummor o'ynasa yurek ko'zi xummor o'ynasa Когда-то человек был един с природой, упоительный, брутальный. Наблюдая за снежными вершинами, полями, утопающими в зелени, увяданием осени, мы познавали себя. Желание самовыражения всегда сопровождало человечество. Так родилось осознанное движение, появился танец. У истоков язычества люди изображали птиц и животных, подражали им, отмечали удачную охоту, танцуя. Человечество менялось в унисон времени, и танец становился все более важным способом коммуникации. Во время гуляний, разжигая костры, танцоры демонстрировали свое искусство. Одним из ярчайших танцев мира считается узбекский танец. Особенный вид искусства, поражающий разнообразием, самобытностью и иллюстративностью движений. Одна из 1000 легенд древности гласит: шел юноша по пустыне и увидел прекрасный мираж. 8 танцовщиц на закате.
Узбекистан. Начало 20 века. Именно в это время появляется новый всплеск развития узбекского сценического и театрального искусства. У его истоков стоят Юсуп Казык Шакарджанов, Тамара Ханум, Уста Алим Камилов, Мухиддин Кариякубов и другие выдающиеся личности. Юсуп Казык Шакарджанов еще в конце XIX века гастролировал в Иране, Турции и Афганистане. В 1909 году Юсуп Казык Шакарджанов выезжал в Россию, где выступал перед российским императором. У него была возможность посмотреть на выступления артистов Мариинского театра. Там он увидел балет Императорского театра. Шествие узбекской музыкальной и танцевальной культур по странам Европы началось в 1925 году. Тогда Мухиддин Кариякубов и Тамара Ханум едут на гастроли в Париж на первую всемирную выставку декоративного искусства. После – в Берлин. В Европе артистов ждал ошеломительный успех. Айседора Дункан, новатор, основоположница свободного танца, после концерта зашла за кулисы и попросила Тамару Ханум разрешить пересчитать ее шейные позвонки и рассмотреть руки. Она не могла поверить, что, имея нормальное строение, кисти и шея способны на такую пластичность. Кариякубов также осуществил свою мечту. Он встретился с великим композитором Рахманиновым. Сергей услышал его пение и так вдохновился, что просил спеть еще. Настоящей революцией стала любовь зрителей. Толпы фотокорреспондентов не давали прохода Тамаре Ханум и Кариякубову. Тамара Ханум зашла в один из магазинов купить модную одежду. Но ее окружила толпа женщин с просьбой продать им свой халат. Артистка разрешила примерить национальный костюм. Образовалась целая очередь из желающих. После Тамара Ханум гордо надела свои вещи, а купленное платье понесла в коробке. Кариякубов тоже не снимал своего национального одеяния. В таком же виде артист пришел на концерт Шаляпина. Его не пустили. Тогда Кариякубов приобрел фрачную пару. Зайдя в здание театра, он все же надел свой халат поверх фрака. В 1935 году в лондонском Альберт-холле состоялось еще одно триумфальное событие – Всемирный фестиваль народного танца. В состав делегации от Узбекистана вошли Тамара Ханум, Уста Алим Камилов, Тахтасен Джалилов и Абдукадыр Исмаилов, королева Англии Мария, присутствовавшая на концерте. После выступления Уста Алима поднялась на сцену, долго рассматривала дойру, приказала взять гипсовый слепок с пальцев узбекского артиста и поместить его в музей Лондона. Тамара Ханум и Уста Алим были удостоены золотых медалей. Нам посчастливилось стать первыми ласточками искусства, которые мы привезли из своей родины. Во время пребывания в Лондоне узбекских артистов пригласили на фабрику грамзаписи His Master's Voice компании The Gramophone. Это звукозаписывающий лейбл и крупный производитель граммофонов своего времени, ставший впоследствии неотъемлемой частью медиагруппы EMI, которая входит в большую четверку музыкального бизнеса. На фабрике записывали многих артистов. Но когда на нее приехал Уста Алим и стал играть на дойре, послушать его игру пришли все рабочие и служащие. В этот день в компанию приехал Поль Робсон, всемирно известный музыкант и актер, вошедший в зал славы Грэмми, обладатель премии Дональдсона за роль Отелло. Он был покорен игрой Уста Алима. После записи Робсон крепко обнял узбекского мастера и отметил, что ритм дойры напоминает ему экспрессию афроамериканских ударных. Это люди, которые стояли именно у истоков, опять-таки, современного узбекского танца, потому что они к этому шли. Невозможно переоценить роль Тамары Ханум в истории узбекского танца. Пережив гангрену легких, творя в непростых условиях того времени, этой женщине удалось вывести танцевальное искусство Узбекистана на мировой уровень. Тамара Ханум доказала, настоящее искусство не имеет границ ни гендерных, ни социальных. В 20-е годы она приступает к обработке традиционного узбекского танца. Меняет костюм, делая его более удобным. Ханум собирает характерные движения народа, изучает его большие и малые формы. Так рождается новая манера исполнения и облик танца. Вместе с Уста Алимом они создают целый ряд номеров, которые включают в свой репертуар десятки молодых танцовщиков. И через 1,5 десятилетия они становятся неотъемлемой частью жизни народа.
С именем Тамары Ханум связана вся история развития узбекского хореографического искусства. Она является основоположницей такого песенно-танцевального жанра, как песенно-танцевальная миниатюра «Лапар». Публика боготворила ее. Народ Узбекистана обожал певицу и танцовщицу не только за талант, но и за большое сердце. Конец 30-х, начало 40-х годов было временем испытаний для Узбекистана. В 1939 году строится Большой Ферганский канал. Одно из крупнейших гидротехнических сооружений протяженностью несколько сотен километров было построено всего за 45 дней руками более чем 160 тысяч человек. Тамара Ханум и Уста Алим были в числе тех артистов, которые приезжали поддержать народ, работающий в нечеловеческих условиях. Они дарили людям магию творчества и мотивировали своим искусством. Увлеченная танцевальным искусством вместе с Уста Алим Камиловым, она создала урок Дойра Дарс, который по сей день является основой для обучения узбекскому танцу. Наследие Дойра Дарс позднее систематизировала Разия Каримова, написавшая 17 книг и учебных пособий по узбекскому танцу, сделав его изучение доступным и иллюстрированным. Разия Каримова – прекрасный педагог. У нее свое было направление. Вот она очень была такая, знаете, кокетливая танцовщица. И она много лет преподавала в хореографическом училище. Она мне всегда говорила: не останавливайся на том, что мы учим, иди вперед. Сегодня существуют 3 основные школы узбекского танца – Хорезмская, Бухарская и Ферганская. Особым бастионом самобытности стоит танцевальное искусство Каргалпакстана. Каждая школа отличается своим стилем, манерой и темпераментом. Наши танцы восхищают, удивляют, поражают. Наши танцы узбекские очень отличаются от всех танцев народов мира. Фергана своей мягкой природой, красивой природой создала мягкий, своеобразный танец. Она создала мягкие, своеобразные танцевальные движения. Костюм бухарский – это обязательно бархат, парча, золотошвейный. Танец бухарский отличается тем, что в Бухаре девушка обязательно одевает пешонабант бухарский и закрывает лицо. Она выходит, она кланяется, она кокетничает, потом открывается лицо, и потом начинается танец. Хорезмский танец, он очень природный. У него все движения от природы. Мальчики, например, пока-пока, пока-пока, они изображают сусликов. Ты берешь свет, луч солнца в сердце. 2 раза. Ра-та-та-пам, пара-та-там, ра-та-та-пам, пара-та-там, ра-та-та-пам, пара-та-там. Богатейшая история Хорезма наложила свой отпечаток на развитие науки и искусства. Это родина основателя алгебры Аль-Хорезми, великого ученого Бируни. Подробный анализ музыкальной теории здесь проводили Фараби, Ибн Сино и Хорезми еще в IX-XI веках. В найденных трудах Фараби написано: среди видов музыкальных инструментов есть ударные – дойра, а в танцах используются хлопки, движение бровями и головой.
искусстве представления хорезма важное место занимал танец. Особенное развитие получил лязги. В его идеях выражена мысль о том, что в борьбе против зла важнейшими средствами должны быть добрые мысли и дела. Основа этой идеи возникла еще при зороастризме. Сегодня существует более 10 видов лязги, завораживающего танца, известного на весь мир. Гафхар Рахимова – мэтр хорезмского танца. В конце 30-х годов балетмейстер организовала ансамбль гармонисток, а в 1968 году в Ташкенте – ансамбль лязги. Постановочную работу в коллективе успешно продолжили Турсунбай и Зухра Гиясовы. Настолько этот танец заразителен, настолько он неповторим, и настолько он для всех понятен. Большую роль в популяризации хорезмского танца играет Гафхар Мадьякубова, танцовщица, исследователь и балетмейстер. Немалая заслуга Мадьякубовой в том, что в 2019 году ЮНЕСКО внесла лязги в список нематериального культурного наследия человечества. В хорезмском танце музыка словно нечто божественное, постепенно наполняющее ликованием душу, энергией тела, ускоряя движение, вдруг внезапно останавливается. Это Топрак-Кала, древняя столица Хорезма. Здесь находились жилые кварталы и храмы. Зал царей, в котором стояли сотни статуй, и таинственный зал танцующих масок, стены которого были украшены панно с изображением танцующих пар. В найденных записях Бируни есть сообщение о хорезмском празднике «Ночь Мины», что отсылает нас к афинским мистериям. Сегодня, находясь в этом уникальном месте, укутанном аурой тайны, так и слышится легкий звон кайраков и ритм дойры.
Когда в VIII веке Хорезм захватили арабы, многие артисты эмигрировали в Китай и Индию. Танцоры и певцы, оставшиеся в этих странах, сыграли важную роль в развитии китайского и индийского искусств. Между узбекской и индийской культурами установилась прочная связь. В XX веке на пике популярности танцевального коллектива «Бахор» индийский писатель Хаджа Ахмад Аббас сказал: «Узбеки дважды завоевали Индию. Первый раз это сделал хан Бабур. Второй раз – узбечка Мукарам Тургумбаева. Она завоевала наши сердца своим удивительным искусством». Радж Капур, которого называли отцом индийского кинематографа, оказавшись в Ташкенте на фестивале национального искусства, был очарован мастерством Мукарам Тургунбаевой и Тамары Ханум. Здравствуйте, узбекский народ! Здравствуйте, индийский народ! Мукарам Тургунбаевой и ансамблю «Бахор» рукоплескал весь мир. Будучи ученицей Тамары Ханум, Тургунбаева создала свои уникальные образы и стиль исполнения, ставшие классикой танцевального искусства Узбекистана. Мукарам начала свой творческий путь юной 16-летней девушкой. Сегодня она увековеченный символ целеустремленности, новаторства и таланта в женском танце. Во время войны Тургунбаева ездила по стране, танцуя для солдат, поднимая боевой дух. Где только не приходилось выступать артистке, чтобы поддержать народ в непростые времена. Ферганский канал, Лаганский канал, и Ташкентский канал, Фархатстрой. Везде я была. Танцевала. Бывало, что мы приезжали 12 часов ночи. Дорога страшная, машина портится, пыль, грязь. Приезжаем, и сразу у нас Карнай, Турнай, Дойра. Все-таки искусство много сил дает. Хореография Мукарам Тургумбаевой – это сценические драмы, построенные на глубинных чувствах женской души. Одна из ее знаковых постановок – «Мунаджат» – танец из оперы «Улугбек». Это танец змеи, которая должна была ужалить Улугбек. Это мировая классика, там есть влияние классического танца. Она сумела через руки показать свое состояние души, состояние тела и своего настроения. Сенсанс «Умирающий лебедь» – это наш мунаджат, который поставила Мукарам апа. Спустя годы танец мунаджат можно интерпретировать по-разному. Это борьба любви и коварства, добра и зла. Это и быстротечность времени, которую медленно обвивает чешуя утраченных чувств.
1957 году Мукарам Тургумбаева создала ансамбль «Бахор», который стал визитной карточкой Узбекистана во всем мире. Гастроли ансамбля производили культурную революцию, где бы они ни проходили – в Париже, Венгрии, Швеции. «Бахор» подарил нам множество талантливых артисток, ставших настоящими звездами, а танцы ансамбля по праву являются национальной хореографической классикой. Ходили за нами после концерта по пятам. Мы нормально ходить не могли по улицам. Это был ансамбль, в программе которого были заложены истоки узбекского национального танца, его дух, его культура, его самобытность, его традиции. На меня, на молодого парня, это выступление этого ансамбля произвело неизгладимое впечатление. Я был ярым фанатом этого коллектива. Ансамбль «Бахор» знают все жители республики от 7 до 70 лет. Репертуар «Бахора» насчитывал более 200 танцев, поставленных не только Мукарам Тургумбаевой, но и культовыми хореографами других стран. Мировое признание «Бахора» достигло апогея. После ухода мастера ансамбль возглавляли преданные ученицы Тургумбаевой. Кундуз Миркаримова, которая поставила такие известные танцы, как «Петерица», «Мустахзод», Равшаной Шарипова и Мамура Иргашева. Затем «Бахор» прекратил свое существование, исчезнув на долгих 20 лет. В 2020 году, по указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, его деятельность была возобновлена. Руководителем ансамбля стала Зиёда Мадрахимова. Это историческое событие восстановления Бахора. Это большая ответственность перед узбекским народом. Хотелось бы, чтобы вернуть прежний статус Бахора, чтобы о нем опять весь мир заговорил. Сегодня «Бахор» начинает путь к возрождению. Обновляются как классические, так и современно-классические постановки, одна из которых – «Маджнун Тол» в постановке Теймура Затикоева. Постановки Мукарам Тургумбаевой продолжают жить. Потратив годы на изучение народных элементов, которые люди пронесли через века, ей удалось создать свое неповторимое искусство. Ее танцы можно читать. Не просто смотреть, а читать и жить в них. За свою карьеру Тургумбаева поставила сотни танцев, оказала огромное влияние на развитие всех школ узбекского танца. Но особенно близкой ей была родная Фергана. Ферганскую долину по праву называют «жемчужиной Центральной Азии». Маргелан известен на весь мир своими тканями.
Купцы перевозили эти ткани по Великому Шелковому пути в Египет, Грецию и Багдад. В XVIII-XIX веках Коканд был столицей Кокандского ханства. Здесь же расположена одна из главных достопримечательностей – дворец Худайар-хана. Это здание внесено в список мирового исторического наследия. География, климат и любовь народа к искусству зародили эмоциональный ферганский танец. Ферганский танец, он как весна расцветает. Его нельзя назвать только лирическим или только плавным, задумчивым. Он очень разнообразный. Ферганский народ, он более скромный. Они более женственные, более мягкие. В нем все сочетается. Стеснение, кокетство, скромность, улыбка. Каждое движение высказывает от души, от сердца. Яркая творческая жизнь народной артистки Узбекистана Мукарам Тургумбаевой оборвалась в 1978 году. Лауреат множества государственных премий, она навсегда вошла в историю узбекского танцевального искусства, увековечив себя в сердцах миллионов. Эта солнечная женщина жила, чтобы танцевать. Последнее ее выступление было в концертном зале Чайковского в Москве. У нее на сцене произошел сердечный приступ. Она даже никому не подала виду. Ни зритель, никто не понял. И вот она буквально станцевала, бурные аплодисменты, она вышла и сознание потеряла. Наверное, люди говорят, что она уже столько лет ей, почему она танцует, я не слышу. Пусть говорят. Пока народ принимает, я хочу еще танцевать. Я думаю, что притягательность Мукарам Тургумбаевой как танцовщицы, как личности заключалась в ее искренности. Она очень хорошо понимала душу узбекских женщин, поэтому в ее исполнении это читалось, и каждый в зрительном зале отвечал ей взаимностью. Она в самую глубь вошла народа и сделала узбекский танец уже профессионально народно-сценическим танцем. У нас в театре она была святыня. Я сейчас вспоминаю слова Авиценны. Он сказал, что великие души, великие умы не только достояние человечества, но и Вселенной. И я могу сказать это о Мукерампе, потому что это такой был человек, который дал мне все. Знаковая постановка Мукарам Тургумбаевой – танцевальная поэма
Танавар. В народе танавар — это не просто танец. Это музыкально-поэтический жанр, посвященный женской мечте о счастье и любви. Желание поставить свой танавар, отобразив в нем личное и сокровенное, захватило Тургумбаеву с первых дней творчества. И хотя у этого произведения различные интерпретации, трагедия несбывшейся любви осязаемо чувствуется в пластике и мимике. Это же душа. Что в душе может быть женской? И радость, и беспокойство, и волнение, и сострадание. Я говорю: Мукарампал, расскажите мне про танавар. Она говорит: тема у меня такая. Я пришла на свидание, а на свидание не пришел парень. И там вторая тема идет: я должна кулачками, я должна набраться сил и быть сильной. Не пришел, не надо. Значит, не моя любовь. Вы знаете, что такое женщина? Ее душа. Она не может без любви, она не может без ласки, она не может без внимания. Вот это все Мукерампа она сумела показать в танаваре. Этот танец так любим, что он помогает каждому понять, может быть, где-то самого себя. Одним из самых выдающихся балетмейстеров узбекского танца считается Исахар Акилов. Учась в научно-исследовательском институте музыки и хореографии, он изучает ритмы дойры, играет на гиджаке. Уста Алим Камилов и Тамара Ханум замечают энергичного юношу. А в 1932 году молодой танцовщик становится руководителем театра в Самарканде. Исахар Акилов внес вклад во все танцевальные стили узбекского танца. Он считается создателем современного сценического бухарского танца, как сольного, так и массового. Вместе с супругой Маргаритой Акиловой они развили этот танец и довели его до совершенных форм. Культ
Культурный центр Востока, величественная Бухара, хранит в себе тайны истории. В эпоху Великого Шелкового пути здесь располагались 60 караван-сараев. Самый древний археологический памятник Бухары, полуразрушенная крепость Арк, поражает своей мощью. Дворец эмира Бухарского спроектирован Бенуа. Здесь синтез культур, переплетение столетий. Все это делает Бухару уникальным местом на Земле, в том числе и в танцевальном искусстве. В начале 20 века профессиональные танцовщики стали выступать для народа. Исахар Акилов ставил бухарские танцы крупных форм, был мастером масштабных хореографических решений. Тантана – настоящая классика большого танца. В большой бухарский танец входит и завораживающая дух постановка «Мавриги», в которой тогда было занято 90 человек. Мавриги состоит из множества бухарских песен. И когда они соединяются, это получается большое народное пение, которое танцуют все, от мала до велика. Ну, это вообще потрясающе. Мавриги – это история и жизнь бухарского народа. Дочери Исахара и Маргариты Акиловых пошли по стопам родителей. Вилаят, Зулейха и Лола посвятили свою жизнь танцу, Гавхар – дирижерскому мастерству, а Юсуф стал успешным композитором. Неспроста семью Акиловых называли Закировыми в мире танца. Зулейха училась в ГИТИСе, поставила известные балеты «Любовь волшебница», «Сухайль и Михри». Лола Акилова танцевала в ансамбле «Лезги». Дочь Акиловых Вилаят продолжила традиции династии как танцовщица и балетмейстер. Жизнь на сцене, талантливые ученицы, ставшие звездами, работа с Игорем Моисеевым. Она заменила на сцене маму мне. Она окутала своей любовью. Она никому не скажет «нет». Сейчас в это сложно поверить, но Исахар Акилов был категорически против, чтобы Вилаят танцевала, до тех пор, пока не получит диплом высшего образования. Любовь Акиловой к танцам взяла верх. Я очень стеснялась своего отца и очень его боялась. Он был очень строгим. И я понимаю, что он был прав. Я это сейчас поняла. Я тогда не могла этого понять, почему он мягок с другими, а почему он так жесток со мной и с Лолой.
Я ему очень благодарна вот за эту строгость. Папа? Искусства папа нет. И мама нет. В искусстве есть талант и бездарность. Это ценность. Это святое место. В моем становлении в качестве балетмейстера, я думаю, он сыграл немаловажную роль. Когда он от меня чего-то требовал, я, будучи молодым, я не понимал. Это мой любимый балетмейстер, потому что больше всего я с ним работала. Он такой талантливый режиссер, вы себе не представляете. Он не идет в одном направлении. Он шлифовал каждое движение, жест, положение ног, доводил их до совершенства, следил за попаданием в музыкальный ритм. Большой бухарский танец Исахара Акилова золотыми буквами вписан в историю искусства Узбекистана. Мировую известность приобрел танец «Лярзон» – «Потрясение», который как отдельный номер исколесил многие страны в буквальном смысле, сотрясая аудиторию. В 1937 году его исполнял сам Исахар Акилов, а первой исполнительницей стала Галия Измайлова. «Лярзон» танцевали почти все легендарные танцовщицы. Самой прекрасной танцовщицей, то есть она как птица вылетала, это была Клара Юсупова. Когда выходила Клара Юсупова, у нее столько энергии было, у нее столько характера было в танце. А ведь много было танцовщиц с хорошей техникой, но не было души, не было индивидуальности. Вот именно танец «Лярзон» вышел за пределы бухарского танца и стал сольным танцем, который протанцевали все наши звезды. Танцовщица, исполняющая этот танец, она должна была своими движениями привести в потрясение всех зрителей, которые смотрели этот танец. Он жив до сих пор, потому что это эталон бухарского танца. XX век подарил Узбекистану множество выдающихся и разноплановых артистов. Галия Измайлова – первая выпускница хореографического училища. В этой хрупкой невысокой женщине жил огромный эмоциональный мир пластики. День и ночь не имело значения для нас. Мы были очень молоды. Но мы очень любили, фанатично любили свое искусство. Известность Галии Измайловой была всемирной. Танцы народов мира в ее исполнении навсегда запомнятся своим многообразием. А манеру исполнения Измайловой узбекских танцев невозможно спутать ни с чьей другой. Несомненно и то, что Галия останется в истории и как балетмейстер. Она поставила множество спектаклей.
Она безумно любила свою профессию. Она прекрасно танцевала в бухарском стиле. Она была фанатом своего дела. От нее можно было многому научиться. Она не выходила из зала. Мне кажется, она жила в театре. Приходишь, Галия Измайлова там, уходишь, Галия Измайлова там. В 1931 году в Самарканде родилась блестящая танцовщица Гульнара Маваева. Ее первый педагог – Мукарам Тургумбаева. Будущая народная артистка Узбекистана в 1951 году окончила Московское хореографическое училище и стала солисткой театра, оперы и балета имени Наваи. Она известна не только как талантливая балерина, но и ювелирная исполнительница узбекских танцев. Маваева – лауреат множества премий и наград. Побывав в 42 странах, она мгновенно влюбляла в себя зрителей, покоренных харизмой узбекского танца. Танцовщицы рукоплескали Рашидов и Ворошилов. В 1959 году король и королева Эфиопии вручили артистке Золотой орден. Гульнара Маваева – живая легенда узбекского танца. Ну, это вообще уникальная женщина. Какая она прекрасная была танцовщица. Первый раз я ее увидела, когда она танцевала по-мирски танец. Я не знаю, душой ее почувствовала. Узбекистан славился плеядой больших и разноплановых артистов. Дочь Уста Алима Камилова Халима отличалась гибкостью рук. Юлдус Исматову называли эмоциональной танцовщицей. Выразительные мужские танцы в исполнении Учкуна Ганиева. Мамура Иргашева переняла и развила стиль Мукарам Тургумбаевой, завораживая публику сложными и лирическими танцами. Малика Ахмедова считалась одной из самых изящных сольных танцовщиц. Ее нежность и грация прямо ассоциировались с красотой узбекского танца. Отличительной чертой Казлархондас Мухамедовой была природная органика. Если темперамент, то Диляфруз Джабарова. Она могла очаровать с первой секунды. Равшаной Шариповой говорили, что пальцы дайриста не успевают за ее вращением. Акбар Муминов руководил ансамблем «Шодлик». Диларом Шерова – грациозная танцовщица. Тонкий подход к исполнению Фирузы Салиховой хорезмских танцев пробудили любовь публики к лязги. Рушана Султанова – харизматичная и искренняя танцовщица. Образы, созданные ей, любимы народом. Султанова также известна своими ролями в кино. Мужской танец был ярко представлен танцовщиками Узбекистана. В нем свои особенности, законы, своя жизнь. Вот обратите внимание на мои руки. Вот поднял. Вот она жизнь. Вот она жизнь. Вот она жизнь. Понимаете? Все тело должно жить в танце. Кадыр Муминов посвятил любимому делу всю жизнь. По окончании ГИТИСа он стал художественным руководителем известного ансамбля «Шодлик». Международные гастроли коллектива шли с успехом, став важной главой в истории узбекского танца. 64 года моя жизнь связана с танцем. Мне было 10 лет, когда я впервые попал во дворец школьников. Там я впервые познакомился с танцем. И этот, так сказать, круговорот меня так затянул, что я до сих пор кручусь в этом круговороте. Нарзиддин Шерматов – необычный танцовщик. Техничный и статный, он напоминал многим звезду итальянского кино. Танец с леганом, коронный номер Шерматова, вызывал шквал аплодисментов, в какой бы стране он его ни показывал. Ведь артист в полной мере демонстрировал аутентичную энергию мужского узбекского танца. Все думают, что это я создал, и от меня как будто исходит. Нет, это вот до этого танцевали. Я просто продолжатель. Сейчас мои ученики танцуют, моих учеников ученики танцуют. Так что танец живет до сих пор. Традиции, история и синтез культур прямым образом повлияли на искусство, в том числе на танцевальный мир Каракалпакстана. Каракалпакстан – регион с сильным характером. Здесь простирается древнее плато Устюрт, возраст которого превышает 20 миллионов лет. Его общая площадь – 200 тысяч квадратных километров. На территории Каракалпакстана располагается Аральское море.
Когда-то оно было одним из самых больших озер в мире. Сегодня большая его часть превратилась в бескрайнюю пустыню. В последнее время к проблеме Арала привлекается все больше внимания. Но пока безмолвная тишина царит в царстве соли, песка и ветра. Несмотря на суровость региона, культура каракалпакского народа отличается душевностью. Каракалпаков в степях Средней Азии называли первыми поэтами-песенниками. Страсть к пластическому выражению чувств и пения всегда сопровождали народ. Однако каракалпакский танец, каким мы его знаем, зародился лишь в прошлом веке. В 20-х годах появляется первый театр. В 30-х – национальный ансамбль песни и танца. В 44-м Али Ардобус Ибрагимов создает несколько первых танцев, но по-настоящему это искусство приобретает целостность позже, с 56 по 59 годы. Сестра Тамары Ханум Елизавета Петросова посвятила себе изучению быта каракалпакского народа, ездила в самые отдаленные районы, наблюдала за работой рыбаков, выходила с ними в море, училась плести сети, часами слушала бахши и вникала в суть народных сказаний и игр. Так родился новый танец. На протяжении многих десятилетий танцевальным символом Каракалпакстана считается ансамбль «Айкулаш» под руководством Полата Мадриимова. Традиции и необъятная душа народа, слагаемые стиля, которые трепетно хранит Мадриимов, передавая искусство каракалпакского танца из поколения в поколение. Kızların içinde sol kız yerkesi, kızların içinde sol kız yerkesi, şul kara gözlerine alar canımda. Kader koyup şulma benim dolanlar, her gün naz etseye aşılar çıkar. История танцевального искусства помнит множество неординарных музыкантов. Отдельного внимания заслуживают дайристы. Каждый из них отличался стилем игры. Кахрамону Дадаева называли космонавтом дайристов. Народный артист Бахтиёр Алиев вспоминал: Дадаев очень бережно относился к инструменту, холил и лелеял его, как Паганини свою скрипку.
музыканта был излюбленный прием. Во время выступлений он пускал Дойру по сцене, и она, сделав круг, возвращалась к нему. Артиста запомнили и как первого исполнителя на нескольких Дойрах одновременно. Я в нем вижу уста Алима Камила. Вот не зря было такое выражение, что если Мукеррам Апа мама ансамбля Бахор, то папа Кахрамон Дадаев. Они друг друга дополняли и понимали буквально с полслова. За плечами Дадаева 130 стран мира. Работа в ансамбле Бахор и других коллективах страны. Большая любовь зрителей. Маком, Шашмаком, Мумтоз Ашула, Ялла. Узбекская музыка восхищает своей философией. Великий композитор Юнус Раджаби систематизировал и записал более 1500 народных песен. 6 томов книги Раджаби Шашмаком содержит сотни сочинений. Музыканту удалось невероятное – перенести в нотную тетрадь произведения народа, чьи мелодии передавались из уст в уста на протяжении столетий. Когда Дмитрий Шостакович услышал Макома в исполнении ансамбля Раджаби, он не смог сдержать слез, назвав их бесподобной музыкой. Музыкальные жанры Маком и Мумтоз, вписываясь в танцевальное искусство, преображали его. Интересные современные танцевальные интерпретации этого стиля. Карима Узакова – одна из тех балетмейстеров, кто не боится экспериментировать с музыкой и танцем, находясь в постоянном поиске его оригинальных форм. Эти постановки – микс очарования старых улочек с неоновым урбаном. Меняется время, а вместе с ним и узбекский танец. Современные хореографы все чаще синтезируют его с другими стилями и добавляют свои элементы. Я полностью за то, чтобы узбекские движения осовременили и сделали в 21 веке. Я за это борюсь. Мы должны сохранять наши обряды, наши обычаи, наше наследие. Но мы должны идти вперед. Это естественный закон природы. Грамотное смешение узбекского танца и других танцевальных направлений смотрится органично. В эпоху интеграции в мировую культуру они создают иное видение и природу движений, не теряя своей индивидуальности.
Постичь душу узбекского танца в полной мере невозможно без кят-тауин. Это танцевальная сюита, которую исполняли еще при Александре Македонском. Кят-тауин состоит из множества ритмических фигур, называемых усулями. Каждый из усулей имеет смысловое содержание. В основу этого танца легли древние обычаи и легенды. Сегодня существуют разные версии этого перформанса, в том числе и собирательное прочтение, в котором представлены 3 школы узбекского танца. Узбекская земля всегда была источником вдохновения. Здесь память столетий хранят Биби-Ханум, горы Мир. И, кажется, путник древнего Афросиаба устремляет свой взор на небесный атлас Мирза-Улугбека. Эта земля помнит великих завоевателей, деятелей науки и поэтов, повлиявших на мировую цивилизацию. Узбекистан пропитан теплом солнца, душ и сердец. Здесь каждому гостю скажут «Хуш-келипсис» — «Добро пожаловать!» И начнется танец, от которого невозможно оторвать взгляд. Танец, который будет жить всегда.